Всем привет! В этом видео приготовим 3 заготовки из творога. У меня был куплен 1 килограмм творога, я приготовила 3 разных блюда. Все буду выпекать в аэрогриле. Приготовим тыквенные сырники с изюмом в заморозку, ужин на семью из 4 человек, сырные сырники с зеленью и из остатка творога приготовим 2 запеканки с тыквой. У меня была куплена пачка творога 1 килограмм. Это 9% сухой творог, рассыпчатый. Первый рецепт я приготовлю тыквенные сырники на завтрак или на полдник. Все сырники отправлю в заморозку и покажу, как их приготовить сразу из морозильной камеры в аэрогриле. Для рецепта нам понадобится тыквенное пюре, которое я приготовила заранее. Расскажу сейчас кратко, как я это делала. У меня была мускатная тыква. Я разрезала ее на 2 части, положила в аэрогриль 190-200 градусов примерно полчаса. Как только тыква остынет, ее нужно отделить от кожуры, мякоть перебить с водой в блендере до состояния пюре. Такое тыквенное пюре я готовила недавно и хранила в холодильнике и использовала для некоторых рецептов, в том числе из этого видео. Для рецепта тыквенных сырников мне понадобится 400 грамм сухого творога. К нему добавляем 1 яйцо, сахар или сахарозаменитель примерно 50 грамм, рисовая мука 50 грамм, кукурузный крахмал понадобится 30 грамм и добавляю готовое тыквенное пюре 250 грамм. У меня стоят весы, я все измеряю подряд, очень удобно. Массу перебиваю блендером. Перебиваю не до конца, хочу, чтобы остались небольшие кусочки творога. Вот такая масса получается. Вам может показаться, что она слишком жидкая для сырников, но не беспокойтесь, все выйдет просто отлично. В конце я решила добавить изюм. Мне показалось, это будет хорошее дополнение, и действительно с изюмом сырники были очень вкусные. Изюм можно не добавлять. Это тесто больше подходит как на запеканку, но сырники получаются тоже очень хорошие. Вы можете готовить сырники запеченные или запеканку сразу в силиконовых таких маленьких формочках для духовки. Если будете сразу выпекать, ставьте на режим выпечка 150-160 градусов 10-15 минут. Я же поступлю по-другому, заморожу и потом при необходимости приготовлю их перед завтраком или полдником. В моей морозилке есть вот такая небольшая подставка, поднос для льда. Я обычно на ней все замораживаю. После того, как они заморозятся, их можно переложить в zip-пакет. Для примера покажу, как готовить замороженные сырники или замороженную запеканку сразу в аэрогриле. Для сравнения я приготовлю 1 штуку в силиконовой форме и 2 без. Посмотрим, что приготовится лучше. Я кладу в аэрогриль без решетки сразу в чашу. Выстилаю пергаментную силиконизированную бумагу и кладу сырники или запеканку в аэрогриль. Проверяю режим разморозка. Мне недостаточно температуры, здесь довольно высокая температура, 175 градусов, это подходит, например, для мяса. Для того, чтобы разморозить, приготовить что-то творожное, нужна более низкая температура. Поэтому я беру функцию выпечка 150 градусов 15 минут. Посмотрите, как выглядит сырник, который запекался без формы, он приготовился быстрее, низ очень загорелый, он воздушный, мягкий, по типу булочки. Сырник, который в форме, я ему дала немного остыть. Посмотрите, он получается более сочным, влажным. Оба варианта классные, но если готовить в форме, то может понадобиться чуть больше времени, и потом нужно дать обязательно сырнику или запеканке остыть. Из другой части творога приготовим ужин. Это будут сырные соленые сырники с зеленью. Для рецепта мне понадобится 400 грамм, я использовала 430 грамм творога, 4 яйца, соль, пшеничная мука, тертый сыр, любая зелень, петрушка, укроп, зеленый лук. Для рецепта мне необходимо в емкости смешать творог с яйцами. Я добавляю 4 яйца.
Добавляю зелень, у меня это свежая петрушка, замороженный укроп, и в конце я добавлю перья зеленого лука. Добавляю 1 чайную ложку соли, немного черного перца. Такие сырные сырники получаются очень вкусные с зеленым луком. Обязательно добавьте его. У меня 3 пера зеленого лука, и я его мелко измельчаю. Добавляю к тесту. Сыра понадобится примерно 100 грамм или больше. У меня полутвердый швейцарский сыр. Можно использовать любой. Натираем его на мелкой терке. У меня получилось примерно где-то 100 грамм, половину от этого куска. К тесту добавляем 12 столовых ложек муки. Смотрите по тому, какой у вас творог. Если творог более жидкий, то, возможно, понадобится чуть больше муки. Теперь все хорошо перемешиваем. Сыра при желании можно добавить больше. Такие сырники можно обвалять в муке и также заморозить в морозилке и потом приготовить при необходимости в аэрогриле. Я же буду готовить это сегодня нам на ужин, поэтому беру доску, немного насыпаю муки, кладу 1 столовую ложку теста и формирую при помощи стакана. Можно использовать, кстати, большой нож. Вот такие сырники. Если у вас нет аэрогриля, их можно с легкостью пожарить на сковороде. Я именно так по этому рецепту раньше и готовила, но получается довольно жирно. На сковороде используется больше масла, и потом оттирать все стенки, мыть газовую плиту мне не очень нравится. Я решила попробовать приготовить этот рецепт, который уже проверенный мною, в аэрогриле. Сырники получаются такие запеченные, больше как булочки. Я выкладываю 9 сырников на пергаментную бумагу, сбрызгиваю маслом. Кстати, маслом можно не сбрызгивать. И я решила сделать такой эксперимент. У меня получилось 4 лишних сырника, которые не влезали в стандартный аэрогриль. Я добавила решетку, которую покупала отдельно, ссылочка на нее в описании. На эту решетку я выстилаю пергаментную бумагу, сверху кладу 4 сырника, сбрызгиваю немного маслом и ставлю в аэрогриль на режим выпечки 180 градусов 20 минут. И в середине времени я проверю, как выглядят сырники. Конечно же, если вы готовите вот так вот еду на втором слое, то она у вас будет более запечена, более загорелая, чем та, которая находится в первом слое внизу. Сырники были больше похожи на булочки. Я их перевернула на вторую сторону и доготовила еще 5 минут. После этого сырники на верхнем слое на решетке можно убрать. Они полностью готовы. Решетку придется извлечь и заняться теперь нижним слоем сырников. Есть такая проблема в аэрогрилях во всех, где 1 тен, 2 тена. Чем больше вы нагружаете корзину, чем больше слоев вы делаете, то еда все равно внизу будет готовиться медленнее, чем сверху. Ну, такой вот принцип аэрогриля. Просто я вам рассказываю, чтобы вы имели это в виду. Сырники нижние нужно будет доготовить и перевернуть еще 10 минут. В общей сложности где-то 20-25 минут понадобилось нижним сырникам приготовиться. Сырники, которые находились на нижнем слое, получаются по типу стандартных сырников, чуть влажные внутри. Сырники, которые сверху получаются более подсушенные, как булочки. И тот вариант очень понравился. Мы все съели это на ужин. Семья из 4 человек, все остались довольны. И последний рецепт, если вы правильно читаете, 430 грамм сырные сырники, 400 грамм тыквенные сырники или запеканка, и у меня осталось лишнее 170 грамм. Из этого количества я решила приготовить тыквенную запеканку или тыквенный чизкейк. 2 небольшие порции, это отлично подходит на перекус, на полдник или на завтрак для 2 человек. Для этого рецепта необходимо смешать творог с 1 яйцом. Я добавляю тыквенное пюре, заранее заготовленное, 3 столовые ложки. Понадобится 1-2 столовые ложки подсластителя. У меня закончился эритроцит стевии, и я добавляю обычный сахар.
Конечно же, корица. Все хорошо перемешиваю блендером. Беру формочки уже не силиконовые, а такие керамические, они будут побольше размером. Такие формочки подходят для жульена, для крема брюле и продаются в любом продуктовом магазине. Их я смазываю кокосовым маслом, можно сливочным, любым другим маслом без запаха. И выкладываю нашу тыквенную запеканку или тыквенный чизкейк. Вот таких два небольших десерта или завтрака у нас получились. Выкладываем в аэрогриль. Я убираю решетку и выкладываю в чашу аэрогриля. Всегда делаю так для выпечки, потому что так низ и внутри выпечка готовится гораздо лучше. Ставлю режим выпечки 160 градусов 15 минут. И очень вкусная запеканка или чизкейк у нас готов. Всем приятного аппетита! Запеканка по такому рецепту получается очень нежная, воздушная. Если используете натуральный сахарозаменитель, то еще она будет супер полезная. Обязательно попробуйте приготовить. Я дала ей немного остыть, украшаю взбитыми сливками, посыпаю немного корицей, завариваем чашечку кофе или чая и наслаждаемся. Обязательно попробуйте такой вкусный осенний рецепт. Внутри она нежная и очень вкусная. У меня эти две порции съели детки на полдник. Это было в тот же день, и все остались очень довольными. Спасибо всем за просмотр, за внимание, за то, что потратили свое время на просмотр данного видео. Я буду очень рада, если вы оставите комментарий, было ли для вас полезное такое видео, нужны ли вам видео про заготовки. Будет очень интересно почитать. Также поделитесь, какой из рецептов вам понравился больше всего и что вы будете пробовать готовить в аэрогриле. А мы с вами увидимся в новом видео. Всем пока-пока, до скорых встреч!